Так, друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале. Прошу прощения вот за этих гусей, которые там орут. Они будут орать сегодня весь день, поэтому приходится записывать в таких условиях. Значит, вот, речь пойдет о винтах. Мне, значит, товарищ дал 2 винта. Попросил их немножко, значит, привести в порядок. Это винты от мотора Хайди. Вот такие вот 2 винта. Значит, один у нас это шаг 11, значит, с 11 шагом, второй винт это у нас 9 шаг. В общем, ездили они на рыбалку там по Волге где-то, что ли. В общем, разбили винт, вот края у него, ну вот этот еще более-менее, просто тупой, да. Вот, а второй, значит, винт, ну тут вообще тут ужас тихий, то есть вот эти вот края, к сожалению, камера без фокусировки, сфокусировать она не сможет, ну вот видно, да, вот такая вот ерунда вот здесь вот происходит. Вот, значит, что мы будем делать? Значит, первое, это я их, ну, у одного винта явно видно отбитая лопасть одна, то есть одна лопасть меньше остальных. Значит, подгоню его по диаметру, чтобы он был, все лопасти были одного диаметра. Проверим его на балансировку и заточим лопасти. То есть прибавим мощности, как бы немножко, да, так сказать, ходовых, точнее, характеристик мотору. Вот, значит, что я для этого буду использовать? У меня есть вот такая вот оська. Это, значит, велосипедная ось от переднего колеса. У нее внутри она пустотелая. Вот видно, да, диаметр там 5 миллиметров и 2 гаечки, соответственно, одна вот гаечка, она идет конусная, и вот вторая гаечка, вот такая вот она идет с конусом. Значит, что в принципе и с моим V8 от 8, говорю, извиняюсь, от 9, от 12 ветра, вот такой вот винт новый купил. Тоже я его буду, значит, делать, я буду балансировать, полировать, точить, убирать приливы. Так, ну это все будет дальше. Значит, вот такую вот оську с конусом вставляем ее вовнутрь, вкладываем и с обратной стороны закручиваем вторую конусную гайку, то есть тем самым центрируя нашу ось внутри самой втулки в винте. Вот. И вот такой вот стержень на 5 миллиметров, он абсолютно ровненький. Вот. Значит, он вставляется вовнутрь, и вот у нас винт, значит, одет на такую вот импровизированную, значит, ось, да. Сейчас, значит, мы его будем смотреть ионный диаметр лопастей и, соответственно, подгонять их, чтобы они были одинаковые. Потом мы его точим. Сразу же точим его и уже потом начинаем балансировать. То есть заточим его сначала все лопасти и потом уже на балансировочные ножи и будем подгонять, чтобы он у нас был одинаковый. Итак, поехали. Зажмем. Все, теперь на тесочке поставил угольник и проверяю. Беру одну лопасть, ставлю. Вот. Задеваем и крутим, смотрим. Вот эта лопасть длиннее, сразу видно длиннее, чем вот это уже не задевает, это уже задевает, это тоже не задевает. Вот, нам нужно вот эту вот лопасть, которая немножко ее, да, вот эту вот лопасть. Все, по лопасти я определился, какая, значит, лопасть у нас. Какая, значит, лопасть у нас? Вот эта лопасть немножко длиннее. Так, ну все, в принципе, лопасти у нас ровненькие, совпадают друг с другом. Теперь мы просто болгаркой я вот таким вот образом вот так вот беру и начинаю его затачивать. Заточил с одной стороны,
потом переверну, затачиваю уже вторую сторону. Так, пробуем точить. Так, ну вот винт уже подточен, то есть первичная обточка, так сказать, черновая, вот она сделана. Вот, теперь мы его попробуем, значит, повесить на балансир и посмотреть, то есть, насколько он хорошо отбалансирован. Итак, значит, берем вот такой вот импровизированный, значит, станина такая, да, на скорую руку слепленная. Два уголка, они здесь заточены. Вставляем в нашу ось вот такую, в нашу втулку, точнее, вот такую вот точку. И ставим. И смотрим. Чуть-чуть, может, небольшой дисбаланс есть. Совсем незначительный. Вот эта лопасть, вот эта, она чуть-чуть легче всех остальных. Но это ничего страшного, не такой уж большой здесь. Да, вот она. Вот эта лопасть легче остальных тех двух. Ну, значения тут минимальные совсем, то есть нету сильного маятника. То есть там может буквально пару грамм. Это ничего страшного. То есть с этими винтами, эти винты они сделаны более качественно, то есть это уже современный винт. Вот, он уже более точный. А если, допустим, сравнивать его, например, вот с этим вот винтом от Ветерка, да, то с ним придется повозиться, потому что здесь даже на ощупь, если я трогаю на ощупь все лопасти, вот я чувствую вот эти две толстые, вот эта тоненькая лопасть. Причем у ветерковских винтов это в пределах нормы, то есть у них либо одна толстая, либо одна тонкая. То есть вот эти две вот они прям руками чувствуются, а эта тоненькая. Вот с этим винтом придется, конечно, повозиться. А вот эти винты, они сделаны уже качественно, добротно, поэтому в балансировке как таковой они не нуждаются. Все, теперь, значит, мне осталось вот эти края заточить уже на финишной, так сказать, то заточкой. Это я буду делать шкуркой на бруске, скорее всего, с водой. Так, я прохожу, значит, 80-й шкурочкой. Так, одну сторону уже заточил. И теперь осталось также с другой стороны. Итак, друзья, вот, значит, один винт я сделал. Лопасти вот заточил. Вот. Так вот. Вот такие лопасти получились. Но довольно-таки, в принципе, неплохо получилось. То есть ходовым характеристикам мотора мы прибавили. Неплохо так прибавили. Вот. Ладно, в общем, сейчас то же самое процедуру делаю вот с этим вот винтом. Значит, вот с этим вот винтом делаю то же самое. Вот. И потом мы уже перейдем к самому интересному. Вот к этому вот, с которым придется все-таки повозиться немало. Значит, что мы с ним будем делать? Сейчас, значит, снимаем всю краску. Вот тонкая лопасть. Снимаем всю краску и убираем вот эти вот приливы. То есть я их буду стачивать до самой ступицы. Вот, сама ступица у нас имеет конусообразную форму. И вот под нее подгоню. Значит, убираем эти приливы. Далее его балансируем, потому что вот две лопасти толстые, одна тонкая. То есть две лопасти будем точить. То есть по толщине немножко с них будем снимать. Вот. Далее будем его затачивать. И уже потом окончательная обработка шкуркой. И до там 2000, чтобы он очень гладенький был. Итак, поехали.
Так вот, друзья, значит, содрал я с него всю краску, убрал приливы, которые здесь заводские. Ну, это все пока болгаркой лепестковым, значит, диском. Вот, теперь, как я и говорил, сейчас ставлю его, и он двумя лопастями, вот они, вот видно, что он делает. То есть ставлю его вот так, и видно, вот оно что происходит. То есть вот эти две лопасти, как я и говорил, они даже на ощупь они толстые, а вот эта, она тоненькая. То есть сейчас вот эти две лопасти нужно подогнать вот под эту толщину. Ну и соответственно будем их шлифовать и время от времени ставить и проверять. Так, значит, лопасти я подогнал. Теперь баланс имею. Ну, не в точности там до каких-то. Ну вот, в принципе, как бы его не ставь. Ну вот, чуть-чуть вот перевешивает совсем. Ну, совсем чуть-чуть одна из лопастей какая-то. Но это уже там какие-то 1 грамм, 2 грамма, там, полграмма. Это не столь страшно. То есть в целом теперь вот он стоит. Вот, значит, лопасти подогнаны. Теперь самый долгий, самый мучительный процесс. Это его нужно теперь шкуркой выгладить, чтобы он был гладенький. Также это будем делать в ведре и шкуркой. Начну, значит, с 80-й, и потом будем зерно уменьшать. Дойдем в конце, будем 2000-й. Вот, итак, поехали. Итак, ну что, друзья, значит, винт я подготовил. Значит, ушло у меня на это порядка 2 часов, наверное. Значит, по диаметру он у меня подрезанный. Все лопасти одинаковые. Значит, по толщине, как я уже говорил, две лопасти были тоньше, я их сточил, отбалансировал. Ну, соответственно, загладил все это шкурочкой и подзаточил его. То есть вот такой вот винтик у меня получился на 12 ветерок. Это значит 210 винт и шаг 225 у него. Вот, значит, докомплектую его вот такой вот наконечником, чтобы не потерять винт. В общем, в том году я потерял один винт, поймал топляк, срезала у меня, значит, шпонку. Вот, ну, вместо шпонки я использую гвозди. В общем, срезала, и винт у меня, в общем, потерялся. Неприятная история. Вот, но у меня есть запасных еще 3. Вот. Ну, это ладно. В общем, винт я подготовил. Вот. Мотор у меня уже готов. Значит, ссылочка будет снизу, как я делал мотор. Вот, значит, что, ждем открытия воды. Сейчас у нас уже 20 апреля получается. Лед у нас уже тронулся. Вот буквально вчера-позавчера у нас тронулся лед. 2 реки у нас пошли. Значит, судоходство открывается где-то в мае, в середине, по-моему. Ну и, соответственно, в мае поедем на воду и будем тестировать этот винт и мотор, какие показатели. Будем замерять расход топлива. Так что так. Вот, в принципе, это все, что я хотел показать. Спасибо всем за просмотр, кто досмотрел это видео до конца. Кто, если кушает, приятного аппетита. Всем до встречи, всем пока.